Наконец-то, дружище, мне попалась на обзор акустика с музыкальным названием. Ну послушай только. Хека Белладонна. Уже одно только это название поет и заставляет радоваться. Здесь нету никаких цифр, здесь нету никаких буквенных сокращений, которые трудно выговаривать. Это просто Хека Белладонна. Выглядит Хека Белладонна просто замечательно. Корпус со сглаженными краями, все углы у него специально скруглены, срезаны. И сделано это не только для красоты, хотя смотрится это просто потрясающе. Сделано это для того, чтобы избавить внутренности этой акустики от стоячих волн и от внутренних резонансов. Колонки покрыты матовым серебристым лаком. И посмотри, какие у них шикарные боковины из орехового дерева. Это просто какая-то сказка. Грили магнитные. И если в твоем доме живут какие-то маленькие вредители, типа дети или животные, ну или просто кто-то бегает, тыркает пальцем в акустику, магнитными грилями ты можешь закрыть акустику и защитить от посягательств на твои динамики, дружище. Кроме того, что сам кабинет выглядит просто потрясающе, к нему в комплекте идут очешуительные стойки. Вес стоек составляет порядка 15 килограммов, а акустика весит порядка 18 килограммов. Короче, вместе колонка вместе со стойкой весит, по-моему, что-то в районе 33 килограммов. И это мы сейчас говорим о полочной акустики. В чем же фишка этой полочной акустики? В принципе, мастера из Хека постарались сделать полочную акустику, которая не уступает по масштабности и качеству своего звучания большой напольной акустике. Получилось это или нет, я расскажу тебе позже, когда буду рассказывать про звук. Стойка, на которую устанавливается эта акустика, поистине потрясающая. Когда смотришь на нее спереди, вроде бы ничего особенного. Металлические стойки, постамент из толстого МДФа. Но на самом деле самый фантастический вид на эту акустику именно сбоку. Когда ты смотришь на акустику Хека Белладонна, поставленную на оригинальные стойки именно сбоку, то вид просто обалденный. Они смотрятся изящно, утонченно, мощно. И ты сразу понимаешь, что это не какой-то там дешман. Это действительно акустика высочайшего уровня. Интересно, что колоночка не просто ставится на стойку. Ее можно закрепить для того, чтобы максимально избавиться от всех возможных резонансов. В принципе, если по какой-то причине ты не хочешь использовать эту оригинальную стойку, то эту акустику ты можешь ставить просто на полку, если у тебя есть, конечно, полка вот такой глубины, или, например, на стол. То есть, по большому счету, мастера из Хека уверяют, что проблем с резонансами внутренними у этой акустики не будет, даже если ты поставишь ее на полку, либо на стол, либо куда-нибудь еще по твоему усмотрению. И еще интересно, что вместе с этой стойкой в комплекте идут настоящие аудиофильские шипы с подставкой. Короче, это не акустика, это просто праздник какой-то. Как я и говорил, корпус специально изготовлен с такими скошенными гранями, с скругленными краями для того, чтобы избежать внутренних резонансов и стоячих волн. Их там попросту нет. И делается это для того, чтобы сигнал, который воспроизводится динамиком, без искажений отправлялся туда, куда ему положено, то есть прямиком в твои уши. В принципе, если бы корпус этой акустики не был задемпфирован, если бы в нем не стояли специальные распорки, которые укрепляют этот корпус и избавляют его от резонансов, то часть звука, которую воспроизводит динамик, то есть та часть звука, которая находится с задней стороны динамика, отражалась бы от внутренних стенок корпуса и отправлялась бы обратно на динамик, вынося таким образом искажение в звук.
Но благодаря всем этим скошенным граням, благодаря всем внутренним распоркам и демпфированию, никаких внутренних резонансов и отражений здесь нету. И избавление от внутренних резонансов – это один из факторов, который необходим для того, чтобы получить от акустики максимально линейный, качественный, чистый и ясный звук. Итак, акустика двухполосная. И естественно, что сверху у нас располагается твиттер. Твиттер здесь из шелкового компаунда диаметром 30 мм. В принципе, это довольно крупный твиттер. И в линейке Heka этот твиттер является самым большим. Обычно твиттер делается диаметром 15 мм, 20, 25, 28, но здесь аж целых 30. И меня очень удивило название материала, из которого сделан этот твиттер. Как я уже и говорил раньше, это шелковый компаунд. Что я сделал? Я набрал в гугле «шелковый компаунд», и оказалось, что такого материала не существует в природе. Есть шелк, есть компаунд, а шелкового компаунда не существует. Фишка в том, что, возможно, я предполагаю, что этот твиттер сделан из шелкового материала и пропитан компаундом. Потому что что такое шелк? Ну, наверное, ты знаешь, это такая ткань, которая изготавливается из шелковых волокон, которую производят специальные там какие-то жучки-паучки на специальных фабриках, в специальных там подготовленных местах. А что такое компаунд? Компаунд – это полимер, которым заполняют электротехнические изделия для того, чтобы изолировать их от влаги, изолировать их от вибраций. Для того, чтобы защитить внутренности электрических плат от каких-либо воздействий. Полимер, то есть компаунд, может иметь разные свойства, в зависимости от задачи. Он может быть мягким, он может быть твердым, он может быть жестким, он может быть пластичным, он может быть эластичным. И, конечно, для твиттера подбирается специальный компаунд, которым и пропитывается сам купольный шелковый твиттер. И в результате достигается жесткий, точный, качественный твиттер, который дает ровный качественный звук. Интересно, что вокруг твиттера находится специальное вот такое кольцо с волнами. Это не просто какой-то дизайнерский изыск, это фирменная хековская разработка, которая называется, зачитываю, флуктус. Флуктуатор. Флуктус. Смысл этих волн, которые расположены вокруг твиттера, в том, что они рассеивают звук и в то же время собирают его там, где это необходимо. То есть благодаря этому флуктуатору звуковая направленность становится шире, и звук, который излучается из твиттера, становится динамичнее. То есть он становится более четким, ясным, отчетливым, и ты слышишь его таким, какой он должен быть по замыслу режиссера. Конечно, проблема в том, что ни ты, ни я, ни кто-либо другой никогда не сможет узнать, какой же был замысел звукорежиссера, который записывал ту или конкретную запись. Потому что, как правило, эти люди находятся совершенно в других местах, и пообщаться с ними нету никакой возможности. Единственный вариант, как ты можешь проверить, соответствует ли запись оригинала, это, например, сходить на какой-либо концерт, послушать, как звучит музыка в оригинале, убедиться, что этот концерт записывается непосредственно во время твоего прослушивания. Затем достать запись этого концерта, принести домой, включить и сравнить свои воспоминания с тем, что у тебя на записи. И тогда ты точно сможешь узнать, соответствует ли запись на твоем носителе с тем, что было на концерте. А так, в принципе, нам остается только гадать, слышим ли мы настоящий звук или слышим ли мы какую-либо интерпретацию. Итак, твиттер, изготовленный из шелкового компаунда. Работает этот твиттер с 2600 Гц до 52 тысяч Гц. То есть его частотный диапазон достаточно увесистый, я бы так сказал. Прямо под твиттером располагается мид-басовый динамик.
Диаметр мидбасового динамика составляет аж целых 20 сантиметров, что, в принципе, для полочной акустики это довольно-таки много. Он изготовлен из фирменной крафтовой хековской бумаги по хековской технологии. Интересно, что древесину для этих мидбасовых динамиков подбирают специально мягкую, с длинными волокнами из северных стран, то есть нордические. И для того, чтобы конус этого динамика был максимально легким и жестким, в материал добавили шелковые волокна для того, чтобы, как я и говорил, динамик был более жестким и более легким. Корзина изготовлена из литого алюминия, для того, чтобы максимально избежать всевозможных вибраций. Естественно, подвес из резины. В принципе, ничего экстраординарного в этом подвесе я не вижу. Интересно, что голосовая катушка имеет диаметр 32 мм, намотана алюминиевой проволокой с медным покрытием. Что это означает, я на самом деле не знаю, но звучит это впечатляюще. Еще интересно, что мидбасовый динамик имеет пылезащитный колпачок специальной формы. И миссия этого колпачка – согласовывать фазу между твиттером и мидбасовым динамиком, для того, чтобы слушатель получил в том месте, где он прослушивает музыку, максимально качественный и чистый звук. На самом деле это так или не так, я тебе расскажу немного позже, когда буду рассказывать про звук, как звучат эти замечательные Хека Белладонна. Естественно, что помимо твиттера, помимо мидбасового динамика, внутри этой акустики скрывается высококачественный фильтр с пленочными конденсаторами. Ничего больше про этот фильтр мне узнать не удалось, но пленочные конденсаторы – это должно уже само по себе внушать уважение. На задней панели, либо на задней стенке, даже не знаю, как это называть правильно, находится весьма массивный, красивый, интересный терминал для подключения акустики к усилителю. На этом терминале расположено аж 5 клемм. 4 клеммы, это как обычно. Ты можешь подключить эту акустику либо с помощью парного провода, либо поэкспериментировать с бивайрингом. Если хочешь, можешь подключить их к 2 усилителям, сделав таким образом биампинг. И 5-я клемма сделана здесь для того, чтобы ты, мой дорогой слушатель, зритель, мог немножечко добавить аж на целых 2 дБ высоких частот. Если, по твоему мнению, акустика звучит недостаточно ясно, недостаточно звонко, просто перетыкаешь плюсовую клемму из стандартной клеммы в клемму, на которой написано плюс 2 дБ. И будет тебе высокое аудиофилическое счастье. На самом деле даже не знаю, здорово это или не здорово. С одной стороны, когда на акустике нету никакой возможности к регулировке, спокойно подключил, спокойно слушаешь, спокойно наслаждаешься музыкой. А как только на акустике появляется какая-то крутилка или какая-то там возможность что-то как-то по-другому переключить, я лично начинаю терять покой. Например, у меня дома на Мартин Логанах на задней панели есть переключатель баса. Можно поставить линейный бас, а можно поставить расширенный. И черт побери, представляешь, я все время ползаю и переключаю его туда-сюда в зависимости от баса. Если бы этого переключателя не было, я бы, наверное, и не мучился. А так приходится все время переключать. Здесь опять-таки поставили дополнительную клемму для того, чтобы можно было добавить высоких частот. И реально, скорее всего, если бы эта акустика стояла у меня дома, я бы не находил себе покоя и все время бы переключал клеммы туда-сюда, чтобы постараться как-либо улучшить звук. Но ведь это же беспредел какой-то. Зачем все это делать, чтобы мучить любителей музыки, а? Мальчишки из Хека. Несмотря на то, что компания Хека является немецкой компанией, акустика Хека Белладонна
Господи, какое же прекрасное название. Хека Белладонна. Хека Белладонна. Вот так и хочется его повторять, повторять и повторять. Уже само название, как я и говорил, звучит. Итак, акустика изготовлена в Китае. И если ты, мой маленький аудиофил, меломан, думаешь, что Китай – это плохо, дешево, некачественно, тебе просто надо прийти в салон Avex на Котлокална 9А, вход F, и посмотреть, как старательные китайцы изготовили эту акустику. Дружище, ну здесь просто не докопаться. Почему же немецкая компания решила делать такую премиальную, высококачественную акустику в Китае? Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Если бы эту акустику делали немецкие мастера с их высокими зарплатами, то она стоила бы точно как минимум в 2 раза дороже. И при этом не звучала бы лучше. Она звучала бы так же. Просто на ней был бы шильдик, сделано в Германии. А так ее изготовили в Китае. Кстати, Китай является второй в мире страной по величине внутреннего валового продукта. Первая страна – это Америка, в которой производят больше всего. А вторая страна – это Китай. Этим я хочу сказать, что сейчас именно в Китае делают лучшие в мире вещи. Потому что Китай, между прочим, со 2-го места подвинул Японию. Потому что еще совсем недавно на 2-м месте по внутреннему валовому продукту находилась Япония. Так что делай выводы. Ну что ж, немножко расскажу тебе про мощность этой крупной полочной акустики, которая призвана собой заменить напольные колонки. Хотя, в принципе, если ты будешь использовать их именно на этих подставках, то место на самом деле эти колонки займут столько же, сколько и напольники. А вот если ты поставишь Хека Белладонна на полочку, то, конечно же, пространство ты сэкономишь. И в результате получишь звук, который... Но о звуке немного позже. Итак, мощность Хека Белладонна составляет 150 Вт номинальная и максимальная, то есть пиковая, порядка 250 Вт. Сопротивление от 4 до 6 Ом, частотный диапазон аж от 28 Гц до 52 или до 55. Кстати, точные параметры смотри в описании. И их чувствительность 91 дБ. Естественно, что для того, чтобы с этой акустики получить качественный звук, тебе необходим качественный источник, тебе необходим качественный усилитель, тебе необходимы хорошие провода. И только тогда ты получишь настоящее аудиофилическое счастье. Если эту прекрасную акустику подключить к какой-нибудь фигне, ну не будет она звучать. Нет, ну конечно она улучшит звучание до какого-то уровня. Но для того, чтобы получить настоящее аудиофилическое удовольствие, для того, чтобы услышать глубокую сцену, для того, чтобы услышать масштабность, для того, чтобы услышать микродетальность, для того, чтобы услышать выразительность, этой акустике нужно хорошее усиление и хороший источник. Итак, сегодня я подключил эти Хека Белладонна к своему хай-эндному портативному плееру FiiO X7. У него внутри установлен чип Sabre 9018. И этот маленький невзрачный плеер в принципе дает все, что необходимо слышать аудиофилу. Здесь есть полный частотный диапазон, здесь есть глубокая, информативная, в некоторых случаях даже бесконечная сцена. Здесь есть позиционирование музыкантов в глубину. Короче, все. Акустические провода Ольбах какой-то безумной толщины, по-моему, плетенка толщиной с мой палец, прозрачной оплетки. Ну, скорее всего, диаметр одного проводника как минимум миллиметров 6, если не больше. И на усилении сегодня стоит Magnat RV4. Великолепный немецкий усилитель, четкий, ясный, чистый, который способен справиться даже с большой напольной акустикой. И я не говорю сейчас про маленькие Хека Белладонна.
Итак, послушать Хека Белладонна мне удалось всего лишь в одном месте в Риге. Это салон Avex на Катлакална 9А, вход F. И что я могу тебе сказать про звук? Однозначно, никогда не слушай на этой прекрасной акустике хреновые записи. Для того, чтобы их протестировать, я сначала включил все. Вот как у меня есть в плеере, вот вся музыка. Включил все в случайном порядке. Сижу такой, слушаю, то цикает, то пшикает, то с высокими перебор. И включил-то я, кстати, в линейном режиме, то есть я не перетыкал плюсовый штекер в плюс 2 дБ. Как это можно делать, если тебе это очень хочется. И слушаю, так и думаю, ну вот не очень звучит, не очень хорошо звучит. И для того, чтобы это мнение у меня изменилось, я стал слушать музыку выборочно. Взял, да и стал выбирать качественные записи. И вот тогда-то Хека Белладонна и раскрылись по полной. Во-первых, это великолепный объем, дружище. Они совершенно спокойно растворяются в твоем интерьере, и звучание, которое ты слышишь, и звуковые образы, которые ты видишь, они улетают просто в бесконечность на какое-то расстояние, которое я не могу тебе даже как-то сказать, измерить, там 2-3 метра. Но чем выше качество записи, тем более открытое, тем более информативное пространство рисует за собой Хека Белладонна. Они звучат чрезвычайно ровно. И, в принципе, когда ты слушаешь музыку в хорошей записи, то слуху не за что зацепиться. Нейтрально, чисто, ясно. Мягкие, красиво прорисованные образы, расстояние между музыкантами, четкий, мощный, красивый бас. Интересно, что бас у них совершенно естественный и нормальный. Я не могу сказать, что Хека Белладонна его приукрашивает или Хека Белладонна его скрывает. Бас четкий, хорошо прослышиваемый, его ровно столько, сколько надо, и ни капелькой больше. Интересно, что масштабность у Хека Белладонна на самом деле сравнима с напольной акустикой, несмотря на то, что акустика-то это на самом деле полочная. Если, например, взять Хека Белладонну и напрямую сравнить с напольной акустикой, которая находится у меня за спиной, то напольная акустика, может быть, даже и в чем-то и проиграет. Однозначно не советую тебе слушать на Хека Белладонне тяжелый металл. Я попробовал слушать сборник Guitar Heroes, то есть герои гитар, как ты понимаешь. И если середина и верх звучат потрясающе, четко, ясно, великолепно, то басовый регистр из-за своей сложности Хека Белладонна немножечко сглаживает. То есть, в принципе, эта акустика не для тяжелого металла. Ну, такие монстры, как Metallica, Rammstein, здесь, скорее всего, не будет. Здесь, скорее всего, не будет большим удовольствием слушать. Но зато вокал, джаз, оркестровочки, электронная музыка здесь звучат просто фантастически. Борис Бланк, Daft Punk, Элис Кол, Ширли Хорн, звуковая дорожка к «Звездным войнам», Ханс Зиммер. Записи хорошего качества, в высоком разрешении звучат здесь потрясающе. Четкий, ясный, аккуратный верх, большой, ясный, чистый, красивый вокал и четкий, достаточный низ. В общем и в целом звучание Хека Белладонна увлекает, оно затягивает, оно прямо как водоворотом утягивает тебя в музыку, которую ты включил. Я сегодня был в таком немножко как бы расслабленном настроении, и в основном я слушал, меня тянуло на какую-то медленную, спокойную музыку. Конечно же, для теста я включал что-то и побыстрее, включал металл и хард-рок. Кстати, на них хорошо звучит классический металл, ну типа Pink Floyd, например.
Ну, короче, все музыкальные жанры, кроме тяжелого металла, на Хека Белладонна звучат обалденно хорошо. Ровное, чистое, ясное, объемное, масштабное звучание. Это действительно произведение искусства с потрясающим названием и с великолепным дизайном, которое, ну вот, притягивает взгляд, шикарно смотрится, и хочется стать обладателем этой прекрасной акустики. Но только не надо слушать здесь записи плохого качества. Это плохо. Еще хочу сказать тебе, дружище, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества звука, для улучшения качества видео мне необходимо обновлять оборудование, на котором я снимаю свои видео. Под видео находится кнопочка «Спасибо», и все донаты, все спасибо отправляются прямиком на обновление оборудования. На этом все, дружище. До новых встреч!